I'm Patrick Lancaster, and right now we are on the edge of Avdiivka, you could say suburb or city next to Donetsk. Now, Avdiivka is controlled by Ukraine, and Donetsk, of course, is controlled by Russia. And we are here with a Russian artillery team, the Pitnashka Battalion, and they are going to be firing on Ukrainian positions near Avdiivka, and we're told that they have located the Ukrainian artillery that has been hammering Donetsk through the last week of election, both during the mobile election time and the 3 days of open polls. Ukraine has been killing civilians every day, and this is a fact. I can show you some of the footage here that I myself recorded. All right, so we're showing you what the situation is here. As you saw, we just talked to the owner of the house, and of course it's Ukraine that fires on his house. Кто стреляет? Оттуда. Кто стреляет, как вы думаете, по вам? Укропы. Кто? Почему вы думали это? Почему ты думаешь, а что будут наши стрелять? Эти, как это самое. И почему украинский стреляет здесь? Может, военный объект здесь? Почему они сделают? Почему украинские войска стреляют сюда? Есть Потому что они не люди. У них мозгов нету. Но США и Европа сказал, Донецк это Украина. Что вы могу сказать это? Они не Украина. Это все Россия. Это все Россия. Это вот им выделили, а они не смогли эти 30 лет нормально жить. И что произошло? Взрыв. Слава богу, дети зашли, были дома, отец был во дворе, рвануло, все, вышли, вот, все так, отец раненый. Да, сильно? Так, нет, в принципе, в сознании уже руку прооперировали, живот, там, осколки повытаскивали, в больнице. И откуда это стреляет? Вообще, с той стороны, это запад. Северо-запад, сторона. Там это страна украинской территории? Вообще, да. Там у нас сторона Авдеевки, Спартака, Опытно. Там у нас аэропорт. Дальше. И как вы думал, почему украинский стреляет на твой дом? Я думаю, эта политика должна больше разбираться. Я просто со своей родной земли не уезжаю. Хотя у меня 3 детей, может, и надо спасать. Я здесь. Военный объект здесь? Здесь нет. Это мирный район? Конечно, мирный. Вот она, улица, дома, тут много детей. So now we're going to see what the situation is here on the ground, talk to the commander about how the process is going to go. Got a lot to come. Please like, share, and subscribe. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно представиться себя? Я не пойму. My name is Zaga. Да? Ага. Zaga, it's nickname. Nickname Zaga. Okay, nice to meet you, Zaga. I'm Patrick. Можно сказать, что мы сделаем сегодня? Мы будем работать непосредственно в контрбатарейном плане. Заметили точку врага, которую наносит удары по мирному населению, пытается сорвать выборы и все остальное. Будем уничтожать эти позиции ихние. И какое оружие будет? Сегодня у нас будет МТ-12 рапира, 100 мм ярости мы ее называем. Вот камули, осколки. Будем вести работу. Надеюсь, погасим ихнюю точку. И сколько патронов будет? В зависимости от попадания неизвестное количество. Но цель уничтожить врага. Корректировать будут нас по беспилотнику. Ориентировочно всегда в основном до 10 уходит. Это если погодные условия позволяют. И можно сказать, где мы находимся сейчас?
Не могу сказать. Это сугубо, ну, опасно и для нас. Ага, понял. Хорошо. So, как будет процесс сейчас? Что вы будете делать? Сейчас размаскировываем орудие. Ну, в первую очередь ожидаем команды, корректуры, ведем вычисления, СОП ведет вычисление, подает команду, размаскировываем орудие, наводимся, ну, подтверждаем, пока он вычисляет, вводит поправку на орудие и начинаем непосредственно работать по врагу. Вон, как слышите, враги тоже работают по мирному населению. So, спасибо. All right, so now the soldiers are preparing the artillery shell here. Now the soldiers are preparing the artillery gun to be fired on Ukrainian positions. They're taking off the camouflage. Now, this is when things start to get dangerous because if there are Ukrainian drones above us, they can see us and then fire on us. Прицел 180 есть! Планмер 25-98. 25! Навести, зарядить. Навести, зарядить. All right, so right now, as we see, the soldiers are putting in the targeting coordinates of the Ukrainian positions that they're going to be engaging. The call and instruction just came over for the targeting, and we're getting closer and closer to the active artillery firing here on the ground. All right, and now the firing is about to get started, and they are going to be engaging Ukrainian military positions. So here we go to film the next few attacks from Russian territory on Ukrainian territory. Here we go. Come. Чуть-чуть ускорились. Сколько? 3, 5. Норма, есть норма. Есть. Работаем на добивание. Давай. Орудие! Выстрел! So now we gotta go, yeah? So now they're gonna be covering the artillery up with camouflage again and moving it to a different location. So we've shown you what we can here on the ground here. This has been a quick one-off report, but we're gonna just keep moving on and showing you as much information as we can because you won't see this anywhere in the Western mainstream media. We show you what they lie to you about and what they ignore. You deserve to see things on both sides of the line. Get as much information as possible. Watch reports from every side and educate yourself so you're not just led like sheep by the Western mainstream media. Think for yourself. Please like, subscribe, and share. Remember, we're totally independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Now we got to get out of here fast. Сокол. Позывной мой. Никнейм Сокол. And вы, как я понимаю, командир... Командир орудия. Ага. И можете сказать, как результат? Отрабатываем на отлично. Орудие очень точное. Цели всегда поражаются. С этим проблем нет. Понял. И что вы будете думать дальше? Что будет дальше? Да. Будем работать, а там посмотрим. So, спасибо большое. All right, so you've seen the artillery work of the Pednashka Battalion of Russian forces in action. And now we're in the center of Donetsk, and we're going to go to another report we made in the Lugansk area, specifically near Lysychansk and Severodonetsk, which is controlled by Russia, but we're on the front line bordering Ukraine. And we filmed Russian soldiers coming back from voting in the Russian elections, because in Lugansk as well, this was the first Russian elections taking place there.
So we did what we could to show you the real facts on the ground on that front line too. So you're not only getting the Donetsk Devka front line, but also the Lugansk front line. So there's a lot to come. Stick with us. I'm Patrick Lancaster, and right now we are on the Seversk and Severodonetsk front line between the two. Seversk is controlled by Ukrainian forces, and Severodonetsk is controlled by Russian forces. We are here on the front line to show you what the soldiers are doing here, what the Russian soldiers are doing here after they vote in the first Russian election in Donbass. We're going to be talking to them to show you what the real situation is, what the Western mainstream media is ignoring or straight out lying to you about, just so you see what you can't see from the Western mainstream media. So here we go. We're going to see as much as we can on the ground because we've already shown you the civilian aspect of this election. Now here's the military aspect. Please like, share, and subscribe. Remember, we're totally independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Здравствуйте. 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 Что вы только сделали? Голосовал, я из Луганска. Да? И за что вы голосовали? Что это был? Я патриот за будущую страну. Да, Вы сказали, вы из Луганска. Как были это 9 лет война, конфликта для вас, для народа Луганск? Ну, народ Луганск страдал от этого, потому что постоянно прилеты, люди гибнут, гражданские тоже, дети. И мы вот защищаем нашу родину и хотим, чтобы была будущая страна нашей. А сколько у вас лет? 37. Ну, вы знаете, как были это 9 лет война в Луганске, Донбасс. Вы видите все. Да, видим это все, как простые граждане страдают от этого всего. И как это все развивается в другом месте против нас. Как-то вот так. Вы думаете, ну, Запад, пресса сказала, в Украине фашизма нет. Это ложь, неправда. Что Я вы- думаю, что это неправда, и она присутствует, это все. Ну, фашизм есть в Да, Украине. фашизм есть. Так. И вы, ну, вы знаете историю Красной Армии Советского Союза, которая делает война, больше 9 миллионов детей умер против нацизма, против фашизма. И это были наши бабушки, дедушки. И сегодня вы здесь. Ну, вы как Всё они. верно. Наши деды, прадеды тоже защищали в 45-м году от нацизма людей. И мы, этот нацизм опять вернулся, и мы для этого тоже защищаем, как наши прадеды, деды, нашу страну будущую. Как обстановка здесь? У нас обстановка, значит, мы постепенно, потихоньку наступаем. Видим, что противник ослабевает и бросает свои позиции и уходит. И как далеко они позиции? Не менее 2 километров. Можно сказать, ой, что это? Выход. Укропский выход. И где мы сейчас? Что обстановка? Ну, мы вблизи серой зоны. Тут до нашего поста ближайший пост метров 200, наблюдательный пункт. Дальше здесь серая зона и укропы еще километра 1,5 уже идут. Ага. И вы только голосовать тоже? Да, мы только вернулись с участка избирательного. Ага. Вот, проголосовал, конечно.
Вы откуда? Я с Луганска. И почему голосовать? Ну, Голосовали за свою будущую страну. голосовали за светлое будущее, за своих детей, близких, за родственников. Чтобы страна росла и процветала. Ребята, вопрос. Вы солдаты, у вас есть больше история работы здесь. Вы видите оружие Запад, потому что Запад, пресса и политика сказала, это оружие для победы Украины. Это правда или нет? Это оружие западное, да, присутствует, то же самое кассетные боеприпасы, украинцы стали очень часто использовать. Это, конечно, очень сильно мешает, но никаких особых действий, это нам никак не мешает. Нашей победе никак не повлияет на нашу победу. А также гаубицы эти М-77 постоянно уничтожаются. Что еще есть? На захватанных пунктах наблюдательных дохуя много-много западного оружия находили, также боеприпасов много. Вот, покидают, то есть, посты, у них оружие есть, а боеприпасов не так много, они оставляют его также на позициях и бросают позиции, уходят без западного оружия, без стволов именно. У вас есть проблемы патроны, проблемы еда, проблемы форме или нет? Нет, какие проблемы. Кормят, одевают, с водой, да, немножечко есть, но это все равно не критично. Мы находимся на передке, а не где-то там в тылу, где. То есть мы сюда приехали побеждать. У вас есть все, которое вы хотите для работы и для живет здесь? Все, что нам необходимо, у нас все есть. Нас обеспечивают. Хорошо. Så vi, вас местный Луганск. На Европа и США и Украина сказать, Луганск это Украина. Что вы могу как местный сказать за это? Я только могу посмеяться им в лицо прямо. Луганск нет. Луганск не Америка, не Европа, он не будет. И не Украина тем более. Луганск российский город. Российскими жителями. И там уже все налаживается после Украины. Сейчас там все отстраивается, дороги появились, люди снимают видео и показывают, ничего, вот как это наши... Что отстроила Россия за это время, пока не идет война, а что отстроила Украина? Что ничего вообще. Да, что ничего не было, приехали эти оккупанты приехали и все начали отстраивать, асфальт старый ломать. Что вы думал за украинские контрступления? Что я думаю? Ну все, что это шляпа полная. Что это полная шляпа. Просто. Никакое наступление. Это... Соберутся, мы их заметим, по-любому выявим и разобьем. Наступление так такового. Ну да, было тяжело сначала, но потом мы снова сплотились духом и выстояли, не отдали ни метра своей земли. Ребята, у вас есть слова для народа Запад, который думает, вы орки, вы монстры. Как реальны? Орки и монстры сидят перед нами, вот там где, вот в той стороне орки и монстры, которые обстреливали школы, детские сады, жилые дома, больницы. Вот там монстры сидят, мы монстры разве? Мы такого не делаем. И дальше разбивают школы, инфраструктуру и так далее. Can you introduce yourself? Andrea Lucci, the Italian journalist. I live and work in Lugansk and Donbass now. And what are we doing here today? Today we are in the position of Russian soldiers between Severodonetsk and Sibersk, and we are out the position and advanced position for saw and make interview with soldiers that are working with observation and in the second day of election. I think this is an important day because the soldiers can vote also if they are working. Можно вопрос? Тут опасное место сейчас или что обстановка? Как?
Сейчас, да, опасно. Ну, погода усилилась, поднялся ветер, как бы птички вражеские не летают, БПЛАшки не летают. Более-менее спокойная обстановка. Можно передвигаться, да, на позицию спокойненько. Ну, сейчас ждем ротации, поэтому ну, мы сейчас пока вот потом плохая погода усилилась, ветер поднялся. Ротируемся, проголосовали, и сейчас меняем пацанов, которые там в блиндаже сидят. Меняем их, они тоже идут голосовать. Дальше нема? Дальше никого нет. Все. Дальше, Мы не могу туда, да? дальше туда не надо идти. Там уже серая зона. Ну там уже опаснее, потому что укропы знают, что там наблюдательный пункт. Они бывают, туда что-нибудь скидывают, с бластик этих же. Но нет, сейчас вообще лучше туда не стоит ходить. Что мы будем делать сейчас? Мы подождем ребят с разведгруппы. Подождем их, доложим обстановку, и мы двинемся дальше. Ну, вам там снимать не стоит. Вам снимать там не стоит. So you heard it from the soldiers. What's happening here? It's been a short report here, but we're showing you everything we can. So there's a lot more to come. Please like, subscribe, and share. Remember, we're totally independent, crowd-funded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. All right, so you've seen the Russian soldiers just after voting in the Russian election. Comment below what you think about the facts of what I'm showing you here. What do you think about what you don't hear from the Western mainstream media? Overall, comment what else you want to see and what you're missing in your daily news. How can we get better? Now we're going to go to yesterday's report, the last day of the Russian elections here as the elections going on the final day of open polling stations. Ukraine just increased the hammering of shelling throughout the day of Donetsk. We were at several shelling sites, and in the night, artillery, rockets came into the city and hit. And we went to those sites as well. We went to several sites, and this is showing you what the real situation is. I'm Patrick Lancaster, and we are here in the Kievsky region of Donetsk. And not long ago, there was a shelling attack, the most recent shelling attack by Ukrainian forces on the civilian population of Donetsk. We're here, reportedly a man was injured. We're going to talk to the residents and find out as much information as we can. Здравствуйте. Здравствуйте. Это твой дом? Да, да. Журналисты. Мой мамин. Мы приехали к маме с детьми. Извините. И что произошло? Взрыв. Слава богу, дети зашли, были дома, отец был во дворе, рвануло, все, вышли, вот, и все так, отец раненый. Да, сильно? Нет, в принципе, в сознании уже руку прооперировали, живот, там осколки повытаскивали, в больнице. И откуда это стреляет? Вообще, с той стороны, это запад. Северо-запад, сторона. Там это страна украинской территории? Вообще, да. Там у нас сторона Авдеевки, Спартака, Опытно, там у нас аэропорт, дальше. И как вы думали, почему украинский стреляет на твой дом? Я думаю, эта политика должна больше разбираться. Я просто со своей родной земли не уезжаю. Хотя у меня 3 детей, может, и надо спасать. Я здесь. Военный объект здесь? Здесь нет. Это мирный район? Конечно, мирный. Вот она, улица, дома, тут много детей. Извините. Ничего. И какой адрес? Кальмиусская, 117. Где-то. Когда-нибудь найдем что-нибудь. All right, so we found the location of the impact itself, and we see the Russian inspectors, military inspectors, inspecting the damage.
All right, we've shown you what we can here on the site of Ukraine's latest attack on the civilian population of Donetsk. These are the facts. This is what happened. You see the blood. You see the family members who say that her father was injured by Ukrainian shelling. These are not my opinions. These are the facts. Диана, вот они, две девочки, пережили этот обстрел. Они built да? Они были дома, да. Ага. Вовремя зашли, во дворе все время гуляют. Вот 4 годика. Как обстановка? Как это было? Быстро, да? Испугались, конечно. Испугались. Вот едем, вот хозяйство тоже увозим. Все будет лучше, извините. Конечно, Надеюсь, твой папа все будет хорошо. Да, все прооперировали, все хорошо. А, все будет хорошо, да? да? Да, Слава да, Богу. все, слава Богу, вовремя приехали. Спасибо нашим скорым. All right, so we just got word that there's another shelling attack in a different part of the Kievsky district of Donetsk. We're headed there now. Можно? Здравствуйте. Здравствуйте, журналиста, можно? Это вот хозяин. Да. Можно сказать, что произошло? Прилетел, Да? что какой-то снаряд, наверное, зажигательный мешал. Ага. Откуда? А? Откуда? Старец. Это украинская страна, да? На нем не написано, не успел прочитать. Да, ну, Ну, с той стороны, я же серию, что я-то как бы был в городе, ездил, мне позвонили, я приехал, крыша все стоит целая, дымок идет. А потом как пошло, как далеко украинская страна там? Как далеко украинские войска стоят? откуда я знаю. Ну уж как, ребята, вы ж где-то у военных спрашиваете, а у меня-то все. И твое мнение, кто стреляет на твой дом? Как вы думаете, кто стреляет? Ну, естественно, Украина, а кто вообще может стрелять? И как вы думаете, почему они стреляют здесь? Почему они сюда стреляют? Почему стреляют? Ну, тут расселились, я так думаю, что вот военные тут расселились. Люди выехали, не живут. Ну, как правда? Военный объект есть здесь? Нету. Нету? Откуда тут? Мирный? Мирный, все, ничего. Все, спасибо. Ничего вокруг, ничего. Какой адреса? Адреса какой? Адрес какой? Переулок Тищенко, 4. Можно туда или как? Ну, смотрите, там проливали, крыша небезопасна. Заходить мы не рекомендуем. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Хоть собаку покормить. Толку-то от этого? Не знаю, толку никакого. All right, so we're showing you what the situation is here. As you saw, we just talked to the owner of the house, and of course it's Ukraine that fires on his house, and there's no military targets near here. So we're gonna get out of here. This has been a short little report for you. Hope you get something out of it. And just learn with this. Remember, watch reports on both sides of the line. Don't just watch my reports because I can't see everything and show you everything. Don't just watch reports in the West because they won't show you everything, especially what's happening here to the civilian population of Donetsk. We're out. Не в дом сюда, а в торец с той стороны. И как бы никакого решения нет. Она вот была дома, и так что-то хлопочек был и все. Какой-то, а чтоб такого что-то... Говорю, было такая самое, я выглянула, я как раз только успела покупаться и стирала после себя. Это самое, как это вроде пыль. Думаю, опять, наверное, попали, думаю, штукатурка. Вышла, глянула, вроде нет. Сюда дошла, смотрю, там тоже черное. Откуда это стреляет? А? Откуда? Кто стреляет? Оттуда я пошла. Со стороны Авдеевки. Кто стреляет?
Оттуда. Кто стреляет, как вы думаете, по вам? Укропы. Кто? Почему вы думал это? Почему ты думаешь, а что будут наши стрелять? Эти, Понял. как же это самое. И почему украинские стреляют здесь? Может, военный объект здесь? Почему они Почему сделают? украинские войска стреляют сюда? Есть здесь Потому что они не люди. У них мозгов нету. Но США и Европа сказал, Донецк это Украина. Что вы могу сказать это? Они не Украина. Это все Россия. Это все Россия. Это вот им выделили, а они не смогли эти 30 лет нормально жить. Что они тут творили? Что там? Четверг пролетала. Что там? Кассетная пролетала. И это кассетный тоже? Ну это я не знаю, а вот кассетная пролетала. Позже. Юль, видеосессия, ничего? Здравствуйте. Вот кассетная пролетала. Вот побила. Это была кассетная. Тут даже где-то пластмасски от них валяются. Как вы знаете, это кассетный? Ну это минки прилетают, лупасят по всему поселку. Это уже не первый день происходит. Да. Но это чей кассетный? Американское это все. Ага. Но Украина сказала, они не будут стрелять мирные люди с это, если... Мирный тут мирный только. Тут нету военных. Где тут военного? Ты увидишь хоть одного военного? Нету их тут. Тут мирное население. Что это мы слышал сейчас? Беспилотник сбивают. Украинский. Это линия фронта рядышком. Вот. So они украинские сделали бесплатник здесь? Да, летают их. So они видят тут мирный, гражданский, да? Мы видим сами, флаги украинские летают. Ага. Флага? Да, флаг украинский. Они сделают флага на беспилотник? Ну вот, на беспилотнике, да, вот летал. А они специально за покажи, да? Или что? Ну летал, запускали флаг украинский. Ха. Интересно. Как вы думаете, почему они сделали это? Не знаю. И они стреляют, они знают тут, если они везутся бесплатник, они знают тут мирный, да? Да. И Они, почему, они видят это. почему они стреляют здесь? Но вот самое интересное, почему по населению? Понял. Извините. Есть сколок от кассетной? Смерть. Не, сколок. Осколки есть? Не знаю, если поискать, можно найти. Ну вот был один прилет, вот он. Сейчас вот он прилетал. Это сегодня тоже, да? Нет. Это сегодня? Нет, это не сегодня. А, когда это был? В четверг. А, четверг. Ага, понял. А сегодня он добавил, он на крыше, он видит. А, это от туда, да? Да, вот отсюда. Ага. Oh. So we're told by the locals this is from a cluster bomb, U.S. supplied cluster bomb. I'm not familiar with these pieces. If you are, tell me. No, but we just heard some firing, and it seems like there might be a Ukrainian drone above us somewhere. So I think it's about time to get out of here. We thought we were going to end it a couple times already, but we've heard the live fire and firing at... and it shows us a pot that was... so it's time to get out of here. Здравствуйте. All right, so we thought we were done, but now we've moved on to the center, and there was just an attack on the center. And we see here there is a grad rocket. Oh, it's still actually a little warm.
This wasn't too long ago, but it seems to be a Grad rocket. Of course, as always, there's a possibility it was a Czech Vampire, same millimeters, 122 millimeters, but several explosions happened in this area. We've just arrived on scene. I'll put on the video just after the explosion here, and you can have a look to see how it looks from above. You're such an expert, actually. And we see a civilian bus full of people going right down where it was just hit by these Grad rockets. This is a civilian street in the civilian market area even. Thank God no one was injured here. We don't know about the other locations that are in the square, because that's how these type of rockets come down. They come up in like a square and just decimate things randomly in this square. So there's many shells that came down, but you see, this is a civilian area here. The only military on scene are the inspectors here that are checking to document the facts as we are. Куда сейчас? Туда? Налево, правильно? All right, so now we are going to another location. As I said, these rockets come down in like a square over a big area. So now we're going to one of the sites of one of the other rockets, the site where the other rocket came down, or one of the mini rockets. There's different reports saying that it was a full packet, as they say, but we're not sure. We're going to do our best to report. Здравствуйте. Да? Попало? Можно сказать, что произошло? Не, я не хозяин. Хорошо. Вот девочки, сироты, вот сирота девочка, вот она, бедная, одна. Здравствуйте. И ту ее разбомбили, вот она. Что произошло? Произошло. Мы сидели, услышали взрыв, побежали. В момент взрыва мы находились между комнатами. Осколками посекло нас. Ага. И сколько лет тебе? Мне 20. Да. И как, почему они стреляют здесь? Может, военный объект здесь? Нет. Вы ранены тоже, да? Что? Вы ранены? Да, меня посекло. Стекло? Ага. Чима, иди ко мне. И откуда это стреляет? Что? Откуда? Откуда стреляют? Я не знаю откуда. Ага. Да. Где? Я не знаю. Я не знаю откуда, но тут... Ну, как твое мнение? Кто стреляет? Я считаю, что Украина. Ага. И как вы думаете, если нету военных объектов здесь, почему они стреляют? Я не знаю. Да, glass in the face. Какой адрес это? Порт Артурная, 89. И сколько взрывов вы слышал? Я не слышала ничего. Я сидела в наушниках, мне не было ничего слышно. Я читала книгу, и моя подруга, она сказала, побежали. И потом произошел взрыв, но я вообще ничего не слышала. Я вот так наклонилась, открываю глаза, у меня в доме все побито, и у меня повылетали все стекла. Я побежала в ванную. Моя подруга говорит, ты ранена, а я вся в крови просто стою, потому что я ничего не понимала в этот момент. Другой сильно ранена? Или стекло? Или... Стекло. Да, сильно нет, да? Подруга тоже ранена? Ну, у нее чуть-чуть, у нее ноги только. Слава богу, ничего серьезного. Да. Ага. Как зовут? Алина. Alina, can I ask one question? I'm from Australia. I want to show... Как, туда? Или... Ну, вот левее проходите. А, тут, да? Ой! Wow.
House is gone. Or part of the house is gone. Oh, and there's where it hit. Okay, so this was the porch. All right, so we see just the devastation here in this courtyard between these two homes, but we see where the rocket itself hit here on the side of this home. And this little girl that we saw that has her face covered in cuts from broken glass was inside this house. Thank God she lived. But this is Ukraine hammering Donetsk on the last day of the Russian elections, the first Russian elections here. They're making a point. The polls just closed and the results are about to be announced. And Ukraine hammered near the center. This is a Kubashevsky district. Ukraine hammered this neighborhood, the civilian neighborhood, children here. Young woman you saw, just despicable that Ukraine keeps attacking the civilian population here. And again, as always, don't just watch my reports. Watch reports on in Europe, United States, in Russia. Watch it. Get as much information as you can to educate yourself. Don't just hear the half-truths of the straight-out lies from the Western mainstream media. They won't show you this. Why isn't this in the Western mainstream media? That Ukraine launches a rocket attack on this center, near the center of Donetsk. They'll never show you this. Now we're going to the next site. So a little bit of an update. We just want to make things exactly clear as possible. The young woman was actually in this house, and luckily the house that was hit was vacant. This house, that's why she lived, because it didn't hit her house directly. But the shockwave came across here, knocked out these windows, and then threw the glass into her face. And that's how she was injured. Thank goodness it wasn't more severe. So now we're on to the next location. She needs to go and clean it up. Ой, извините, пожалуйста. Можно? У меня осколки просто в ногах от стекла. Я босиком была. You can see she's still injured. With some glass. Yeah. You need to check it out and clean your wounds, please. Not a Don't clean your wounds. Я обработала уже, Yeah, да. don't clean your wounds. Because glass can be very small and then it can stay. Так, Okay. сейчас вы куда? Я не знаю, что нам делать. Ждать полицию, наверное. Я владелец, не владелец, а как бы наследница дома. Мне, наверное, что-то надо сказать, а потом поеду вот к родителям Насте. Сказали, приедут сейчас, да? Я не знаю. Я ничего не знаю. У меня сосед вызывал службы. К нам газовая служба приехала, там трубу перебила, а полиция, мне сказали, надо ждать. Вот. А полиция приедет? All right, so we're just walking just down the street here, and we already see people on the street here where the next shell hit. We can see how close these places are. Careful. Что это? Это предположительно фрагменты и осколки от РСЗО. Попадание было в частный сектор в Куйбышевском и Ворошиловском районе города Донецка. Ага. Где-то без 27 вечера. Ага, как час назад примерно, да? Ну, час назад? Да, полтора, как это? Ну, примерно, да. Ага. Вот, они обнаружены. И сколько взрыв был? Сколько ракет был? Ну, около 5-6 ракет. Ага. И это был Града или Vampire? Ну, предположительно было это РСЗО, либо это был БМ-21 Град, либо Вампир, будет известно после проведения необходимых экспертиз. Ага, понял. И можно представиться себя? Сотрудник, военный следователь Следственного комитета Российской Федерации. Ага, все, спасибо большое. Нормально там. Можно вопрос? Да? Что произошло здесь?
в общем, произошла бомбежка, сильная причем. Мы с мамой находились в доме у себя. Вот, я как раз с мамой общались, ну там по своим делам семейным. И произошло стены задрожали вдруг. Произошел взрыв, и стены задрожали так сильно, что потолок чуть ли не упал. Мы ж посидели, легли на пол, посидели чуть-чуть, там минут 15-20, и сразу же выскочили посмотреть на улицу, что и где и как. Здесь пришли, нам звонит наша соседка и говорит, что вот здесь вот прилетел к нам снаряд. Помогите, пожалуйста. Мы сюда пришли, начинаем сейчас тут убирать, помогать. Я не знаю, что просто это капец. Это ужас. Вот то ж надо мирное население вот так вот бомбить. Так причем мы, ничего не делаем. Ну просто вот, это зверье, честное слово. Кто стреляет это? Украинцы стреляют, а кто стреляет? Это Украина, стоп, это честно, это Украина. Никто больше, у наших даже рука на своих мирных граждан никогда не подымется. Это просто, мы не такие люди, мы дружелюбные. Да, мы дружим, мы хотим дружить со всеми. Но если вот такая вот ситуация, то извините меня, пожалуйста, почему не встать за други своя? Это украинцы стреляют. Мы же вроде воевали во Вторую мировую войну вместе, бок о бок, наши деды, отцы, а тут брат на брата, как говорится, пошли вот так вот на друг друга с оружием. На Европа и США и Украина, они сказали, Донецк это Украина. Что вы могу сказать? Донецк это Украина? Это как Европа и США сказали. Нет, Донецк это не Украина, Донецк это Россия. Никогда это не буду повторять, я буду всегда это повторять и повторять. Постоянно. Донецк это Украина, Донецк это Россия. Донецк это Россия, мы дружим с Россией. Мы без России никуда. Мы братья уже, честно, мы уже как стали с Россией, это уже честно. Я вот недавно с России приехал, это честно, вот это дружелюбная страна, это та страна, о которой просто хочется говорить и говорить. Это красивый, чистый город, жители улыбаются, радуются, показывают нам свои достопримечательности, свои эти росписи, как я с Нижнего Новгорода был на университетских сменах. Вот, нам как-то наши вожатые, который там жил, он нам рассказал про городецкие росписи, это их национальная, скажем так, их национальная культура, то есть и матрешки, я привез матрешку и фигурку. Мы, Россия, мы, Россия и мы, просто это неотложный знак. Как зовут? Илья. И сколько лет его? 16. Спасибо. Извините за все. И вопрос, никто ранен, да? Что? Раненых нету, да? Раненых нету, Слава все Богу. целые. Но честно, это чистая случайность. Потому что если кто-то, вот моя мама, там, кто-то из этих вот соседей бы вышел бы на улицу, их бы все, их не было. Это чистая случайность, что мы все находились дома. Потому что мы знаем, что это военное положение, что надо находиться дома, никуда не высовываться. Продуктов на месяц-два накупили, и все, сидим уже, боимся даже высунуться. Уже ни про какие даже тут гуляния и встречи. Только так берем ВК, открываем и переписываемся. Друг другом прилетело, не прилетело, как, жив, не жив, все. Извините, какая тут Украина? Какая Украина будет, если Украина говорит, что мы это Украина? Если у них ум где? Почему они сейчас начинают бомбить, если они говорят, что это Украина, мы? Ума нет. А Россия бы так бы не поступила. Ладно, я пойду. Хорошо. Все, извините. All right, well, we've shown you what we can here. We've seen 3 of the explosions from what the Russian inspector said. There were 6 or 7. And we heard about a 4th where there wasn't a lot of damage from one of the other journalists on the scene. So that's 4 out of a possible 6 or 7 where no one was killed or seriously injured. Thank God, and hopefully the other 2 or 3 is like that as well. For now, we're out. I hope the rest of the night is quiet. But you see how Ukraine launched on Donetsk,
in the center and very close to the center, just as before the election results were to come out. So I think they're making a statement here because they didn't hit any soldiers. This was just rockets launched into the center of residential areas in the center of Donetsk.